Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема сегодняшнего видео — прогноз на октябрь 2025 года для восходящих водолеев, а также для солнечных, для лунных водолеев. Если вы знаете точное время своего рождения, в таком случае вы можете построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. Если вы не знаете точное время своего рождения, в таком случае вы можете смотреть прогноз по дате своего рождения. Даты прописаны под каждым видео с прогнозами, потому что Солнце по западной, по ведической астрологии, даты нахождения Солнца в тех или иных знаках различаются. И под каждым видео я пересчитала, чтобы вы смотрели правильный прогноз и чтобы он у вас работал. Если вы знаете знак зодиака Луны, то тогда можете смотреть для знака зодиака Луны по ведической астрологии тоже. И хочу напомнить о том, что мне очень важно, чтобы вы не забывали ставить лайки, писать комментарии, делиться видео с друзьями. Любая ваша активность помогает развитию канала, помогает его продвижению и, конечно же, делает для меня тоже полезное дело. Теперь давайте говорить о тенденциях октября 2025 года для водолеев. С 3 октября по 24 октября Меркурий идти будет по вашему 9-му дому гороскопа. Интерес к темам религии, духовности, к темам других культур, к темам, может быть, духовных каких-то процедур, там, венчания, крещения и так далее. Меркурий в 9-м доме гороскопа дает период переговоров с отцом, учителем, руководителем, обращения в государственные органы власти. То есть, возможно, у вас будет какое-то предложение к отцу, учителю, руководителю, либо у них, наоборот, к вам. В целом, может быть, больше общения с отцом в этот период, когда Меркурий идет по 9-му дому гороскопа. Также может быть больше чтения, больше письма, больше общения. И если вы создаете такие продукты, например, там книгу пишете или пишете песню какую-то, то ваши труды будут в этот период замечены каким-то образом. Это благоприятная на самом деле комбинация, хотя есть тут все равно указание и на то, что у вас могут быть тайны в общении с отцом, учителем, руководителем, с каким-то наставником, могут быть даже какие-то периоды перемен у кого-то, смена руководства, либо руководитель на время там уходит в отпуск. Но в целом транзит Меркурия по 9-му дому гороскопа очень даже неплохо. 7 октября состоится полнолуние в вашем 2-м доме гороскопа, в доме денег, ресурсов, родительской семьи, питания, зубов, зрения. Полнолуние во 2-м доме гороскопа может указывать на смену работы, либо на изменение источника дохода, на как бы исчезновение какого-то источника дохода, закрытие, ну, может быть, закрытие счета, допустим. Также полнолуние во 2-м доме гороскопа может означать какие-то крупные покупки, траты, изменение режима питания, может быть, забота о здоровье зубов, зрения, перемены в родительской семье в том числе и так далее. А еще полнолуние во 2-м доме гороскопа дает разрешение каких-то старых тянущихся ситуаций, запутанных. То есть, если что-то у вас давно не решалось, то, возможно, в полнолуние разрешится. И это не только касающиеся 2-го дома гороскопа, а в целом какие-то процессы, которые есть в вашей жизни, которые вы не знали, как разрешаться, они могут решиться на полнолуние. С 9 октября по 2 ноября Венера будет идти по вашему 8-му дому гороскопа, и Венера будет в знаке своего падения. Что здесь важно? Венера — хозяйка 4-го дома, который отвечает за место жительства, недвижимость и транспорт. Поэтому могут быть какие-то спонтанные продажи недвижимости, продажи транспорта, спонтанные переезды, спонтанные поездки. Также Венера может нарушать психологический комфорт. Сама по себе Венера у нас отвечает за транспорт, за комфорт. И этот период может указывать на какую-то потерю комфорта. То есть, возможно, это ремонт, возможно, какая-то неустроенность в домашней обстановке, возможны поломки транспорта, возможны поломки украшений, одежды, либо вы просто можете проводить такую очистку, выбрасывать старые вещи, очищать пространство, может быть, вот такое вот избавление от старого ненужного дома. Также будьте внимательны к здоровью мочеполовой системы, зубов, зрения,
обязательно утепляйтесь, потому что вот транзит Венеры, Венера очень сильно ослаблена будет в этот период. И могут быть, опять же, тоже про смену руководства. Венера тоже дает тенденции про смену налоговой, может быть, про смену какого-то госоргана, в котором вы обслуживаетесь, про смену учителя, репетитора. И все в таком духе. Но может быть повышение немножко уровня дохода у ваших партнеров. Ваши партнеры могут вам каким-то образом помогать. Но Венера еще ослабляет 9-й дом удачи, поэтому не рискуйте тоже в этот период транзита Венеры по 8-му дому гороскопа. С 17 октября по 16 ноября Солнце будет идти по вашему 9-му дому гороскопа. Транзит Солнца по 9-му дому гороскопа может прояснить какие-то вопросы вот как раз с отцом, учителем, руководителем, с госорганами, с органами, в которых вы обслуживаетесь. Также дает либо обращение вместе с партнером к адвокатам, к нотариусам, к каким-то ученым людям, за советом, за запросом, либо ваши партнеры могут к таким людям ходить, либо может быть какая-то командная поездка за границу в том числе. Да, кстати, такое может быть какая-то командное путешествие, командная поездка за границу. Это отдел по работе, допустим, куда-то поехал, какие-то выезды. И помимо этого, у некоторых водолеев может быть такое желание выйти из отношений, но такое слабенькое, попытаться выйти, но не выйти. Хотя на самом деле у водолеев, тех, кто работает, может быть еще такое, что на ваше место могут метить ваши коллеги. Поэтому тут такая тенденция, что если вы в коллективе, у вас есть какие-то планы, у вас есть какие-то предложения об изменении, допустим, в уровне оплаты труда, в должности, лучше ни с кем не делиться этой информацией, лучше держать ее при себе, чтобы не вызывать лишних вопросов и разговоров. 18 октября будет важное событие. Юпитер зайдет в ваш 6-й дом гороскопа. Дело в том, что Юпитер у нас обычно раз в год меняет знак. В этом году он уже менял в мае, но в этом году и уникальная ситуация. Юпитер до конца декабря перейдет в знак зодиака Рак, а потом вернется и до середины 2026 года будет опять в знаке зодиака Близнецы. До 11 ноября Юпитер будет в прямом движении, потом в ретроградном, и Юпитер, я про него запишу, скорее всего, отдельное видео, постараюсь записать отдельное видео про его транзит по знаку зодиака Рак, но смысл такой, что Юпитер будет склонять вас к каким-то переменам в работе, вложению всех своих сил в то, чтобы что-то поменять в работе, но не только в работе, вложение всех своих сил, ресурсов, достижений, возможно, в то, чтобы изменить какой-то жизненный режим, изменить какой-то жизненный уклад. Юпитер расширяет количество событий по 6-му дому гороскопа. Это дом рутины, дом сервиса, дом служения, дом, когда вы помогаете другим людям, дом, когда вы живете по какому-то графику, по какому-то режиму. Это дом кредита в том числе, поэтому могут быть кредитные какие-то заемные средства. Но Юпитер указывает на то, что мы можем всеми силами пытаться, допустим, если у нас есть долги, погасить их. Какое-то масштабирование в работе тоже может быть, попытки масштабироваться, попытки как-то захватить влияние в работе. Вот. Поэтому такой период вместо отдыха, когда Юпитер шел по 5-му дому гороскопа и склонял больше к отдыху, к творчеству, к развлечениям, Юпитер погружает так в работу, такую в плотную работу на 3 месяца. 21 октября будет новолуние в вашем 9-м доме гороскопа. 9-й дом, дом отца, опять учителя, руководителя зарубежных поездок, духовных каких-то процедур, других культур. Новолуние в 9-м доме гороскопа может давать смену, опять же, руководства на работе, либо у кого-то новую должность, ну, повышение в должности, но тут такое по должностям что-то тоже может быть. Потом новолуние в 9-м доме гороскопа может давать зарубежную поездку, что-то новое у отца, что-то новое в сфере обучения. Еще может давать какие-то духовные инициации, то есть участие в каких-то духовных мероприятиях, например, венчание, крещение и так далее. Но это все равно новолуние, оно у нас обычно не дает каких-то крупных событий. Если у вас нет дополнительных указаний в гороскопе, может быть просто, допустим, вы попадете в храм в этот период, вот именно в этот день. То есть такие тоже могут быть мелкие результаты. С 24 октября по 23 ноября Меркурий зайдет в ваш 10-й дом гороскопа. Транзит Меркурия по 10-му дому гороскопа – это период либо на то, чтобы учиться,
для работы, то есть какая-то может быть учеба по работе, может быть отпуск, перерыв в работе, либо перемены какие-то в работе тоже. Может быть так, что вам очень надо работать, а что-то вмешивается, какие-то обстоятельства, какие-то слухи, какие-то переговоры, разговоры вмешиваются в вашу работу и мешают работать, какие-то внезапные новости, которые влияют на вашу работу. Ну и в целом Меркурий в 10-м доме повышает интерес к темам работы, статуса, получения каких-то важных документов, к тому, как это оформить. В работе вы можете быть представителем, когда нужно много именно вот общаться, рассказывать, может быть, как курьер туда-сюда ездить и так далее. В общем, какая-то суетная такая история может быть по работе, но и учеба по работе тоже может быть, а также может быть получение статуса вашими детьми, какие-то успехи детей, получение какого-то статуса. Либо получение какого-то статуса по учебе. Ну, учеба тут так и так. Может какая-то вот рабочая, мелкая тоже быть, допустим, на 3 дня на обучение поехать, на неделю на обучение поехать. И с 24 октября по 7 декабря зайдет ваш 10-й дом гороскопа Марс. И это такая мощная история. Марс создает комбинацию, но если вы работаете на переподписании контракта, на оформление паспорта, визы, вида на жительство, свидетельства о браке, то есть вот такие вот все официальные серьезные документы получать, а потом может быть работа руками, ведение социальных сетей, например, вам там на работе назначили, вы будете вести соцсети или вы будете вести какую-то документацию, возможно, изучение каких-то новых инструкций. В работе может быть необходимость работать с друзьями, либо вам могут помогать друзья, братья, сестры. По работе могут быть какие-то командировки, получение какого-то нового навыка в работе. То есть прям вот какую-то профессию вы сходили на курс, получили профессию и начинаете ее осваивать. Но в работе все равно может быть период какой-то конкуренции тоже, потому что Марс — планета конкуренции, когда нужно подвигать локтями, чтобы добиться своего. Но Марс здесь в сильном для себя положении, поэтому в целом выходим, конечно, победителями из этих ситуаций, но конкуренция будет, либо ваш статус тоже, знаете, такой, как будто бы вот я говорила, вам нужно меньше, наверное, в этот период говорить каких-то необдуманных вещей и делать каких-то необдуманных вещей. Потому что 10-й дом, дом статуса и репутации, когда по 10-му дому идет Марс, про нас могут очень сильно говорить, что вот как это так, он так сделал, как это так, она так сделала. То есть могут быть какие-то такие поступки, за которые нас могут, например, осуждать или нас могут обсуждать. Хотя Марс все равно в хорошем положении, ваши, может быть, выигрышные какие-то действия, но будет какая-то, возможно, в работе, в общественных делах резкость и активность. И это в том числе может быть ваше эмоциональное такое состояние, что вот я вот сделаю, я вот этого добьюсь, вот как будто бы какой-то вызов. То есть какой-то соревновательный, может быть, даже характера ваша деятельность. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на октябрь 2025 года для восходящих водолеев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.